Каким образом наша команда выставляет приоритеты на турнире? Учитывается лишь призовой фонд? И какие факторы влияют на престижность и приоритет чемпионата? Ну, мы все прекрасно знаем, что есть турниры, которые уже заработали репутацию хорошую в киберспорте. К примеру, такой турнир, там, такая организация, как ESL, да, там, E-лига имеет свой статус, там, наверное, ECS, там, ну и так далее. Мы, естественно, пытаемся смотреть на то, что это за организация, которая проводит турнир. Также пытаемся как бы анализировать призовой фонд и важность этого турнира с точки зрения, что если мы туда приедем, там не будет там топовых команд, то мы можем там, как бы, скажем так, не получить там нужного опыта. Вот. И вот все вот эти факторы совокупности, они как бы и влияют, собственно говоря, на выбор нашего турнира. Как прошел буткемп в преддверии лиги? Над чем успели поработать, а на что не хватило времени? Ну, сейчас у нас вообще сумасшедший был график, было 3 турнира, и в этом графике ты, наверное, уже набираешь форму уже во время турнира, такую самую серьезную. Вот. Именно перед E-лигой у нас было совсем немного времени, около 5 дней. Мы проанализировали свои ошибки на турнире, которые мы выиграли последним в Кёльне. Да, несмотря на то, что мы его выиграли, у нас тоже были ошибки. Вот, поработали над своими слабыми сторонами, вернее, и мы понимали, что здесь будут некоторые команды, которые могут показать серьезную игру, там американские команды, к примеру, те же Liquid, да, попытались немного поработать в направлении там, этих команд, чтобы немножко подготовиться, быть готовым к этим командам, ну вот как-то так. Чего сейчас не хватает CSGO и с чем, на ваш взгляд, связан серьезный упадок популярности игры в последние месяцы? Ну, в первую очередь, мне кажется, что не хватает вливания денег от самих создателей игры, то есть от Valve. Что вот такие организации, да, которые мы сейчас обсуждали, действительно проводят турниры, находят спонсоров, то есть сами все это делают, сами как бы поднимают, развивают рынок, скажем так. А вот организаторы, то есть они, если, к примеру, там сравнить с Dota, да, то есть они уделили Dota такое большое внимание, делают там нереальный интернешнл, все настолько круто, а здесь они решили, то есть ограничиться только мажорами, при этом, что даже не они сами этот мажор проводят, то есть они отдают возможность провести какой-то организации сам этот мажор, то есть пытаются как бы поменьше вкладывать своих сил именно в киберспорт или там, в КС направление. Плюс появились также появляются на рынке новые там интересные там всякие игры, там типа PUBG там и так далее, и они могут составить на дистанции какую-то конкуренцию. Они сейчас уже постепенно народ переходит играть, и если Valve не будут реагировать на это и не будут вливать деньги, то есть, может быть, мы не увидим снова опять этого подъема роста вверх. Такой под вопрос. А связано, может быть, это с ограничением трейдов от Valve? И как сильно, по твоему мнению, скины вообще влияют на интерес к игре? Да, на самом деле связано тоже. Да, я забыл даже этот момент перечислить. Да, действительно, он стал таким, наверное, самым главным, может, даже фактором за последние месяца, действительно, потому что они сделали это ограничение. И я знаю, что многие сайты, многим ребятам приходится перестраиваться. То есть это на самом деле, насколько я знаю, в скинах CSGO это $1 миллиард по всему миру раскинуты. Естественно, у людей есть бизнес, и им приходится очень жестко сейчас перестраивать его, кому-то приходится даже закрываться. Поэтому это тоже важная штука. Ну а теперь к играм. Почему мы решили против Fnatic взять свои карты Инферно, а не Overpass, к примеру, который у шведов последние полгода является самым уязвимым местом? Потому что мы команда, которая претендует на топ-1 мира и рассматриваем себя на этом турнире как на главного претендента на этот титул, скажем так, на чемпионство на этом турнире. И для того, чтобы выиграть турнир, нужно смотреть чуть дальше. Вот, то есть не смотреть на то, что есть команда Fnatic, и тебе нужно ее по-любому победить, и это главная цель. То есть есть немножко выше цели. И мы заранее
проанализировав это, понимаем, что нам нужно работать над определенными там какими-то слабыми местами. Нам нужно некоторые козыря свои не вытаскивать на ранней стадии. Поэтому, анализируя это все в совокупности, проделав работу по этому поводу, мы именно выбираем вот такую тактику. А что пошло не так на Инферно? Связано ли это со слабой игрой на банане? Спрашивают. Опять-таки, много мелочей решают, много мелочей. Первая игра нам она часто дается тяжело, реально. Первая карта с G2, да, там проиграли в Кёльне. Вот, реально команда не может пока расчехлиться, поймать какое-то состояние, волну. Вот, мы учимся, мы работаем над этим, мы понимаем, что нужно иногда свои первые игры забирать. Вот, ну, пока еще на стадии вот такой вот получения опыта. Ну, есть какие-то тактические проблемы, да, то есть они есть на всех участках карты, где-то больше, где-то меньше. От игры к игре они меняются, то есть на одной игре там кто-то провалил А базу, кто-то на другой игре кто-то Б базу, поэтому нельзя как бы сказать точно. Именно с Fnatic были какие-то моменты, были какие-то ситуации, которые, если бы мы складывались в нашу сторону, мы бы могли выиграть, потому что там не был счет 16-7, да, там был счет, по-моему, 16, очень близкий и игровой счет, и мы могли также победить, но нам немножко не повезло. Ну, нас такое поражение многому закалило, и мы потом собрались и выиграли. Как, на твой взгляд, сказался приход Снакса в Mousesports? Что в их игре изменилось? Ну, у них появился хороший, сильный игрок, вот, топовый, но в Counter-Strike это командная игра, и здесь очень решают роли. Стика это был игрок, который выполнял четко именно свои роли, и он их выполнял достаточно периодом неплохо, но в целом его индивидуальная игра, она очень сильно просела, действительно, особенно последние полгода, и ребята начали проигрывать, и у них как бы был выбор: либо поработать именно над командной игрой в целом и попытаться развить дальше роли, либо делать замену. Но вот они как бы использовали такую тактику, то есть сделать замену. Я не всегда ее приветствую, вот, кто меня знает, но тем не менее на дистанции это может в любом случае дать результат. То есть несправедливо будет, если любая команда там из топ-мира делает сразу замену и буквально на следующий турнир сразу начинает всех обыгрывать, да, но если команда на дистанции с этой заменой будет трудиться и развиваться, то Снакс, я считаю, хороший игрок индивидуальный, он показывал и в Virtus.pro в свое время очень сильную игру, и у него потенциал большой, я считаю, что все у них может получиться, и Снакс может им помочь. И как сейчас с приходом Снакса, в чем разница Маузов? Труднее с ними играть, сложнее? Мне кажется, что не важно, был бы у них Снакс или Стик, а важно то, что мы просто выросли как команда, и мы готовы были играть с Маузами, с любым составом. Вот на примере Маузов просят объяснить, на чем основывается Нави, в частности ты и Миша, когда пикаете карты, вот на конкретный поединок, на какой-то. Какие критерии вы используете? Такой тонкий вопрос, мы не будем раскрывать все наши карты, секреты, на чем мы основываемся, но есть статистика, ребят, есть много разных вещей, есть банальные какие-то моменты, можно просто зайти и посмотреть, какая статистика у команды, сколько она проиграла и выиграла определенную карту. То есть, если у команды выиграл, вот у нас сейчас на данном этапе, Мираж, к примеру, мы его выиграли 15 раз, проиграли 2 раза. Да, то есть на дистанции это говорит о том, что команда сильно играет эту карту. Вот тебе уже пример, да, на чем можно основываться. В общем, есть такое понятие, как оценивание, оценить шансы, где ты реально можешь, где у тебя больше шансов. Вот, к примеру, 2 равные карты, да, ты понимаешь, что обе сильны, но на этой карте чуть больше шансов. Ты чувствуешь, что именно против этой команды. Ты можешь из-за этого еще сохраняться. То есть можно поговорить с командой, спросить их мнение. То есть, Ты помнишь ситуацию с проигранным клатчем против Экзиста на трейне? 1 на 1. Да, помню, да. И вот вопрос, почему ты решил все-таки его пикнуть, хотя у Ричарда не оставалось времени на установку бомбы?
Да я в той игре не выспался просто. Банально, просто не выспался. Да, я реально не выспался, я сидел, у меня небольшой туман был в голове. Да. Мне казалось, что мы их и так обыграем. Смотри, сейчас последние месяцы происходит огромное... Вопрос такой. Последние месяцы происходит огромное количество решафлов. Как ты относишься к таким тенденциям, хотя ты уже сказал, что ты не сторонник этого? И порой замены необходимы? Или же любой состав может выигрывать титулы, если все его игроки прикладывают максимально силы желания? Ну, не любой состав, но действительно очень важный момент – это приложить усилия и желания, потому что вот недавно даже мы там болтали ребятами, есть действительно на там, про-сцене, возьмем даже СНГ, вот про-сцену, талантливые игроки, которые именно кому-то не повезло, кого-то не сложилось, а кто-то загубил свою карьеру не с желанием трудиться, хотя он был талантливым. Ну, я не буду многих перечислять, там просто там легкий вот пример для меня лично, там это там такой игрок, там World Edit, допустим. Мне кажется, что там 2-3 года назад, может быть, он еще стрельнет, может быть, он еще и докажет всему миру, я буду только рад, но я считаю, что несколько лет назад он дошел до уровня игры, что он был один из лучших снайперов в СНГ и там входил там в пятерку снайперов в мире. И сейчас, то есть, где он, что он, то есть, ну, ничего, и даже какие-то там уже средние команды могут там не рассмотреть его там как в его сторону, как серьезного игрока. Вот, это, мне кажется, показать, насколько я знаю, от информации там от знакомых, которые там играли там с ним, ну, то есть у него есть какой-то вот такой вот, какая-то пассивность, нежелание там трудиться и там, работать. А здесь, ребят, ну, как и в любом спорте, как и в любой работе, если ты хочешь добиваться результата, надо впахивать. И мы сегодня там, являемся одной из лучших команд мира. Я считаю, по причине того, что вот на протяжении года мы просто жертвовали там всем своим временем, своей личной какой-то жизнью ради вот команды, ради игры, ради этого результата. И последний вопрос. Как сейчас в атмосфере, как сейчас в команде атмосфера? И Кёльн нас расслабил или он добавил, наоборот, больше мотивации? Не, он настолько завел. Кёльн только завел, конечно, и добавил какой-то уверенности. Если я там уже там, как говорят, там, старый волк, вот, уже на опыте, то есть я уже, как бы у меня уже есть какой-то вот подход к каждому турниру, уже какой-то анализ, опыт, то для ребят, конечно, во многом решает то уверенность, и это видно, и вот с каждой победой эта уверенность прирастает, они раскрываются, они становятся более агрессивными, более жесткими, появляются какие-то задние мысли, которые были раньше, что там против меня выходит там какой-то там девайс или в смысле игрок, или какие-то там еще там громкие имена, да, то есть это все уходит, и это очень радует игра ребят, действительно в команде играют талантливые чуваки, главное, чтобы они не загубили свой талант, вот. Не расслабились раньше времени, но цели у нас большие, мы себе не ставили цели только Кёльн, поэтому, я надеюсь, будем двигаться дальше, вот у нас сейчас будет полуфинал. Хочется сказать, ребят, что от чистого сердца, кто за нас болеет, вам большое спасибо. Я знаю, что есть такие настоящие фанаты, да, которые при наших неудачах были с нами, всегда нас поддерживали, верили, видели, что мы трудимся, что мы идем к своей мечте, к своей цели. И оставались с нами. И мы, в свою очередь, я считаю, вас не подвели, надеюсь, не будем подводить. Вот. Мы трудимся, мы хотим с вами, как бы с вашей энергией, у нас как-то заводите, дополняете. Мы реально выигрываем турниры. Сейчас будем играть полуфинал, и полуфинал будет очень сложно, потому что мы будем играть против, скажем так, непростым. Мы будем играть его против либо Liquid, либо Mibor, да, которые играют сегодня. И это мы будем играть против там всей, либо там Бразилии, там плюс Америка, либо против всей Америки, в Америке. То есть у нас тут будет жесткая энергетика, но мы постараемся выложиться на максимум, сделать все, чтобы
победить, выйти в финал, в котором, наверное, должны оказаться Астралис, и, наверное, весь мир ждет этого матча. Вот, Астралис Нави в финале. Но хотелось бы, конечно, там встретиться и постараться выиграть и вообще. В общем, все у нас нормально. Двигаемся дальше, да, развиваемся, цели достигаем. В общем, ребята, спасибо, Дань, тебе за твое время, за интервью. Всем пока. Всем пока.